Всем привет, меня зовут Алексеев Николай. Я являюсь главным разработчиком проекта «Остров Пандоры», и в процессе работы над нашей игрой, когда я решил создать систему стрелкового оружия и добился определенных результатов, я решил этими результатами поделиться. Сразу предупрежу, что в этом уроке не будет никаких готовых решений и вариантов типа «в описании к видео ссылка на скрипт, скачайте и будет вам счастье». Я буду объяснять теорию и, соответственно, разберетесь в теории, напишите все сами и, может быть, даже еще лучше. И вот тогда будет настоящее счастье. Сначала покажу, собственно, какого результата мы добьемся, потому что, может быть, вас мой результат еще и не устроит, тогда нет смысла смотреть. Ну, а потом разберем весь материал. Собственно, что у нас умеет наш лук? Он у нас умеет для начала изгибаться, когда мы оттягиваем тетиву в нужном, так сказать, направлении. Соответственно, стрелять умеет, и тетива трясется, аки струна с затуханием. Вот таким вот примерно образом это выглядит. Значит, дальше разберемся, что нам для этого нужно. Ну, для начала нужно подготовить, собственно, модельки стрелы и лука. Стрелой может быть все, что угодно. Главное, чтобы pivot point был на ее наконечнике, а ось Z смотрела внутрь стрелы. Это не аксиома, но так лично мне было удобнее настраивать именно программную часть кода. И, значит, нужно подготовить риг лука, вот, который будет выглядеть вот таким вот образом. То есть, опять-таки, моделька может быть какой угодно. Я вот такую подготовил, достаточно простую. Риг представляет из себя рутовую кость и две симметричных стороны, состоящих из нескольких колен. Я использую 3 колена. Можно увеличить это количество, можно уменьшить до 2. В зависимости от этого будет плавность сгибания различная. И также один коэффициент в скрипте будет меняться. Ну, собственно, и все отличие. Здесь у меня также еще есть такой вот кривая, которую я использую в качестве локатора в скрипте. В принципе, ее можно не делать, можно создать просто пустой объект непосредственно в Unity, но опять-таки, если разбирать его особенности, ось Z у него должна быть обязательно направлена от лука, то есть в ту сторону, куда будет оттягиваться тетива. Ну, это основные правила. После того, как мы все подготовили, все это дело экспортируем в Unity. И здесь начинается самое веселье. У нас будет 2 скрипта. Один будет контролировать непосредственно лук, второй стрелу, для того, чтобы управлять ее движением, чтобы оно было относительно баллистически достоверным. Вот. Разберем сначала теорию управления луком. Значит, с чего начнем? Начнем вообще с теории. Предположим, что наш лук — это некий четырехугольник. Сейчас мы его нарисуем. Нарисую уже со слегка оттянутой тетивой, чтобы было понятней. Вот это у нас рутовая кость. Это значит, у нас здесь грифы для крепления тетивы. И здесь, собственно, место, где оттягивается тетива. Вот. Четырехугольник этот у нас симметричен относительно горизонтальной оси. Да, рисую я плохо. Поэтому мы будем рассматривать только верхнюю половину, чтобы не усложнять себе жизнь в расчетах. Итак, мы имеем вот такой вот треугольник. Предполагается, что вот это место — это то, где мы будем браться за тетиву и оттягивать ее. Для того, чтобы рассчитывать то, как наш лук, а именно его древко, будет изгибаться, мы будем получать дельта изменения вот этого вот угла и проецировать его на изменение всех остальных углов. Для этого нам придется вспомнить немножко
школьный курс геометрии, тригонометрии и физики. Тут, может быть, кому-то и вспоминать не придется, кто-то еще забыть не успел. Тут, значит, правила самые простые. То, что у любого многоугольника правильной формы сумма углов всегда равна фиксированному числу. То есть в случае с треугольником это 180 градусов. В общем, всегда число фиксированное. Соответственно, если один какой-то угол меняется на какое-то число, другие углы должны прямо пропорционально, либо обратно пропорционально ему меняться, но с единичным коэффициентом. Когда мы оттягиваем тетиву, мы получаем примерно вот такую уже фигуру, то есть опять-таки треугольник тот же самый. И вот мы оттянули его посильнее, иначе будет выглядеть, но не суть важно. Мы получили вот этот вот угол, дельта его, точнее, мы получим. И прикол в том, что вот этот вот угол, он изменится ровно на такое же количество градусов, как и этот. А вот этот угол увеличится на количество градусов, на сумму вот этих вот дельта. То есть, грубо говоря, просто если у нас изменение угла будет дельта альфа, то вот этот угол увеличится на 2 дельта альфа. Что дальше? Дальше как мы будем это рассчитывать? Для того, чтобы рассчитать этот угол, мы воспользуемся тригонометрией и теорией о прилежащем катете. Разделим наш лук пополам, получим прямоугольный треугольник. Такой вот. Нам нужно рассчитать дельту этого угла. Косинус этого угла равен отношению прилежащего катета к гипотенузе. Соответственно, мы получаем сначала, отлавливаем изменения координат нашего локатора, который будет находиться в этой точке. Проверяем, насколько он отодвинулся, то есть получаем длину нашего катета. Гипотенузу мы рассчитываем в самом начале при инициализации лука вообще. Но опять-таки мы в качестве переменной будем задавать ему все кости, которые у нас есть. Поэтому тут никакой проблемы не составит использовать вектор 3distance и скормить ему вот эту кость и локатор. Получим таким образом половину длины тетивы, то есть это будет наша гипотенуза. Делим катет на гипотенузу, получаем косинус угла. И дальше пользуемся стандартной нативной функцией mat в библиотеке. Собственно, получаем косинус. Все просто. Мы получаем дельту этого угла. Мы знаем, что этот угол должен измениться на такое же количество. Но так как у нас все-таки здесь не один угол, а несколько, то есть система выглядит чуть-чуть сложнее. Примерно вот так. Это уже больше на лук похоже. Мы предполагаем, что дельта остается тем же самым, но оно делится на все эти углы. Должно разделиться равномерно. Точнее, не равномерно, а по какому-то определенному правилу. Здесь вообще было бы замечательно, если в дело вступил сопромат. Но я все-таки решил не усложнять жизнь ни себе, ни людям. И просто предположил для себя, что каждый из этих углов будет увеличиваться в 2 раза больше, чем его предшественник. Таким образом, если мы предположим, что вот этот угол будет x, мы получим следующую формулу. X плюс 2x плюс 4x равно дельта альфа. И тут уже в дело вступает обычная математика. Мы получаем 7х равно дельта альфа, и, соответственно, х будет равен дельта альфа разделить на 7. Это как раз тот самый коэффициент, который будет меняться в зависимости от того, сколько колен вы сделаете в своем риге лука. Получив данный коэффициент, мы, соответственно, знаем, насколько уменьшится этот угол. Точнее, уменьшится, правильно, этот и этот. И этот угол, соответственно, должен будет увеличиваться на 2 дельта альфа. Все, собственно, просто на этом теория изгибания лука закончилась. Почему здесь должны эти углы отличаться друг от друга? То есть, с точки зрения обыкновенной физики твердых тел, вот примерно так утрированно выглядит верхнее плечо древка лука. То есть, здесь оно толще,
чем здесь, и, соответственно, сопротивление материала по всей длине будет уменьшаться. И то есть в этой части древко будет сгибаться сильнее, чем в этой. Это логично. Почему я говорил про сопромат? Кому не лень, может попробовать сделать это действительно физически достоверным, используя физические параметры той или иной древесины, чтобы получить максимально аутентичный результат. Вот. Это, наверное, все с теорией. Пока что закончим. Уйдем в Unity и будем смотреть уже непосредственно в код того, как это все работает. Нет, еще один маленький момент. Опять-таки забыл сказать. С точки зрения теории. Вот мы получаем вот этот катет, получая дельта от изменения положения нашего локатора, но это не совсем правильно, потому что в реальных условиях, если вот мы имеем вот такой вот лук, потом превращаем его в более сильно вытянутый каким-то образом, вот, наш катет будет вот этим вот, но если учитывать его начальную точку, то и начальная точка, и середина были чуть-чуть левее, в связи с тем, что вот этот вот угол, он тоже меняет свое положение, то есть он вот из этого положения приходит в это. И здесь, если бы это был просто треугольник, то эта дельта было бы ровно половине от того, которое мы получим. А в связи с более сложной системой здесь нужно рассчитывать иначе. Но я это значение получил экспериментальным путем, расчетным не стал получать. Тут уже на каждого на усмотрение. Можете, так же, как я, методом научного тыка его получить, можете попробовать рассчитать. Ну, вот теперь точно все. Теперь идем в Unity. Значит, наш лук, как он выглядит, да, то есть это вот у нас рутовая кость, дальше там все это дело творится внутри. Вот наш локатор. Как я говорил, у него ось Z направлена от непосредственно древка лука. Наш скрипт, которому мы скармливаем все наши кости, которые у нас есть. В принципе, можно сделать массив и проходиться по массиву. Я сделал так, чтобы было удобнее контролировать именно имена костей. Сюда же мы скармливаем ему локатор и скармливаем его префаб стрелы, которой мы будем стрелять. Тут еще есть очень важный нюанс. Я его чисто для себя так решил, то есть можно попытаться иначе сделать. У локатора должны быть обязательно нулевые координаты по всем трем осям локальные, потому что от этого будет легче рассчитываться. Я пользуюсь координатой по оси Z, чтобы от нее плясать и знать, насколько именно изменилось положение локатора от его начального. Так, вот, собственно, наш скрипт. То есть у нас хреново туча переменных. Вот здесь мы их инициализируем. Тут я даже не знаю. Ну, запоминаем стартовую позицию локатора, получаем длину половины тетивы, как я и говорил, дистанция от угловой кости и до стартовой позиции нашего локатора. Дальше мы получаем стартовый угол всех костей, которые мы будем изгибать именно по оси Y, потому что мы только по ней будем их сгибать. У нас есть еще понятие амплитуды максимальной и текущей. Оно нужно нам для того, чтобы тетива вибрировала после того, как ее отпустить, и в конце концов эта вибрация затухала. Мы текущую приравниваем к максимальной. Идем дальше. Дальше мы располагаем на сцене нашу стрелу, ее объект, задаем ей нулевую ротацию. Ну, здесь можно было бы написать просто вектор 3,0, к примеру. Здесь вот этот вот параметр по оси Z зависит от того, какого размера будет ваша стрела. То есть так как у меня ее pivot point находится именно на наконечнике, а она у меня получается дочерней к локатору, и нужно, чтобы она оперением в локатор упиралась. Вот. То есть таким образом мы должны подобрать какой-то параметр в зависимости от того, какой она длины, и указать его вот в переменной оси Z. Так, дальше мы получаем коллайдер стрелы.
делаем его неактивным, чтобы он просто не жил пока, потому что нам это не нужно. Получаем rigid body, которая также располагается на стреле. И на стреле мы получаем непосредственно компонент, который ей управляет, это скрипт row control. И дальше используем публичный метод setDamage. Я о нем расскажу чуть попозже. То есть у каждого лука вполне логично, да, в игре есть понятие урона. Вот здесь у меня это публичная переменная. У стрелы такой переменной нет. У него есть приватная переменная, но сделан публичный метод для ее инициализации. Значит, идем по скрипту дальше, что мы будем иметь. Дальше мы, собственно, каждый кадр отслеживаем текущую позицию нашего локатора и проверяем, равна ли она стартовой позиции. Если не равна, тогда мы радуемся жизни и начинаем жить дальше. Если же равна, то мы просто ничего не делаем, просто говорим, что наша текущая амплитуда равна максимальной, и это нужно для того, чтобы после того, как в конце концов мы, допустим, выстрелили, стрела улетела, тетива повибрировала, перестала вибрировать, и переменная current amplitude будет... ну ладно, хрен с ним, будет равна нулю. И, соответственно, в следующий раз, когда мы дернем за тетиву, никакой вибрации уже не будет. Нужно вернуть этой переменной ее значение первоначальное. Дальше идем, значит, если у нас булево переменная need fire, и если мы имеем стрелу, также булево переменная, то мы применяем метод fire, соответственно, стреляем. Вот переменная, которая говорит нам, что мы должны нашему объекту стреле задать некую силу, дать ей пинка вот, по направлению ровно вперед, точнее минус вперед, потому что, как я говорил, ось Z у стрелы смотрит назад от нее самой, соответственно, мы в обратном направлении даем ей пинка, умножаем это на переменную max distance, это переменная, которая отвечает, насколько сильно у нас была оттянута тетива. Ну и это просто константа, которую я использую для того, чтобы контролировать, насколько сильно стрела полетит вперед. Дальше мы ее отвязываем от нашего локатора, чтобы она уже не была к ней дочерней, а жила собственной жизнью, и включаем ее коллайдер. Коллайдер у нее, правда, это триггер, но не суть, важно. Rigid body, соответственно, мы отключаем параметр из kinematic, который по умолчанию поставлен на true, и используем метод addForce. Вот. После чего обнуляем все переменные, которые нам не нужны, и заодно проигрываем звук выстрела из лука. Теперь возвращаемся к изгибу стрелы. Мы получаем дельта L. Это переменная по координате оси Z в current position, и после этого уменьшаем ее на тот самый параметр, который я говорил, что вот идет дельта смещения вот этой вот кости, потому что общий дельта должен быть меньше на вот этот вот параметр. Получаем, убавляем и дальше рассчитываем, собственно, угол. Получаем косинус угла, это катет к гипотенузе, получаем его уже значение самого угла. Функция arccosинус возвращает нам значение в радианах. В радианах лично мне работать адски неудобно, поэтому я это дело привожу к градусам. И дальше уже работаю с градусами, потому что так мне с ними гораздо легче жить. Вот. Собственно, вот дальше мы получаем часть от угла, минимальную часть от угла, которую мы должны приложить к нашему к древку. Делим на 7, как я и говорил. То есть, если у вас будет большее количество колен, то функция будет выглядеть немножко иначе, и, соответственно, этот коэффициент будет больше. Ну, либо меньше, если у вас меньше колен будет. И дальше мы у каждой кости просто изменяем угол ее вращения
исходя из ее стартового угла, то есть не текущего именно, а стартового, потому что если мы будем прибавлять это значение к текущему углу, то у нас получится недостоверное искривление. Нам нужно изменять это значение именно от его стартового положения. Здесь мы меняем, то есть оси x и z мы не меняем, мы меняем только оси y. И, как я говорил, да, каждый последующий угол в 2 раза больше, чем предыдущий. Здесь еще присутствует такое понятие, как переменная знак, которую мы получаем, исходя из того, вот это используется опять-таки нативная функция библиотеки matf, мы получаем знак, то есть больше или меньше нуля у нас этот параметр. Это нужно для того, чтобы знать, в какую сторону тетива оттянута, от лука или, наоборот, внутрь лука. И в зависимости от этого различно будут изменяться и углы, соответственно. То есть, поэтому мы его здесь применяем. Дальше, собственно, мы проверяем. Переменная isHolding — это булевая переменная, которая говорит о том, удерживается сейчас тетива или же мы ее отпустили. Соответственно, если она не удерживается, то есть вот у нас знак отрицания, мы не удерживаем тетиву, а также текущая амплитуда больше нуля, то, соответственно, нашей задачей является переместить тетиву в ее исходное положение. То есть настоящий лук у нас изгибается, когда тетива оттягивается, и когда мы отпускаем тетиву, древко пытается выпрямиться и, соответственно, стреляет стрелой за счет накопленной в себе энергии. Таким образом возвращает тетиву в исходное положение. В нашем случае мы действуем с точностью да наоборот. То есть мы возвращаем тетиву в исходное положение, и благодаря вот этому всему добру, которое написано выше, древко также выпрямляется. Вот. То есть, что мы делаем дальше? Дальше у нас есть переменная newPosition, которая говорит, в какой позиции должна оказаться тетива. Для этого я использую метод getDeltaPosition, передавая ему параметр timeDeltaTime. Для чего это нужно? Это мы вспоминаем классический раздел физики механика и идем, собственно, в этот метод и смотрим, что у него вообще внутри творится. Вот. А getDeltaPosition съедает одну переменную с плавающей точкой и возвращает понятие ΔS. А именно то расстояние, которое тетива должна была пройти за прошедшее время. Time, если кто не в курсе, это время, которое прошло с момента последнего кадра. То есть каждый кадр, когда сменяется, он возвращает вот это значение, сколько времени прошло на изменение кадра. У нас есть переменная bowstring speed. Bowstring — это, соответственно, тетива и ее скорость. Мы скорость умножаем на прошедшее время, получаем то, какое расстояние тетива за это время должна была пройти. И дальше, соответственно, эту полученную позицию к локатору мы прибавляем, умножая опять-таки на знак, точнее на минус знак, потому что нам нужно вернуть ее в противоположное направление. Если у нас тетива оттянута от лука, то нужно сделать так, чтобы она к нему попыталась вернуться. То есть мы умножаем на минус знак. Вот. Дальше мы проверяем знак того, что у нас получилось, и сравниваем, равен он со знаком или нет. То есть мы проверяем, прошел ли наш локатор нулевую точку таким образом. То есть пролетел ли он уже за свою начальную позицию дальше. Если пролетел, вот, то мы нашу текущую амплитуду уменьшаем. У нас есть параметр attenuation factor, который означает коэффициент затухания. Эта переменная должна быть равна от 0 до единицы исключительно, потому что если она будет равна нулю, то у нас никакого колебания вообще не будет. Если она будет равна единице, то колебание никогда не затихнет. То есть у нас должно быть какое-то
какая-то переменная, которая будет отвечать за то, с какой скоростью будет происходить затухание. Это у меня публичная переменная в этом скрипте, устанавливается в инспекторе. Просто вот она. И, соответственно, с каждым разом, когда наш локатор будет проходить свою нулевую точку, мы будем уменьшать на это значение нашу текущую амплитуду. Тут же устанавливается и максимальная амплитуда, на которую он вообще может колебаться. Так, промахнулся. Зачем это нужно? Вот мы смотрим опять-таки. Мы уменьшили, нам всем хорошо. Дальше мы проверяем, не уменьшилась ли наша текущая амплитуда до какого-то определенного минимального значения, которое мы определили. Я установил это для себя просто как 0,05. Если так произошло, то мы просто придаем значению нулю, потому что нам не нужны уже колебания в столь мизерных размерах. Визуально это все равно будет практически незаметно, а зачем выполнять лишние действия? Таким образом, как только мы придаем значение 0 этой переменной, вообще вот эта вся часть кода перестает выполняться. Вот. После чего мы проверяем по модулю обязательно, не превышает ли значение нашей новой позиции максимально разрешенной амплитуды, а точнее максимально разрешенной сейчас амплитуды, то есть от текущей мы отталкиваемся. Если превышает, тогда мы придаем значение новой позиции, равной именно максимально разрешенной на данный момент амплитуде, умноженной на знак. Ну, соответственно, чтобы сохранить знак. И говорим, что мы должны стрельнуть. Почему именно в этот момент времени мы говорим, что мы должны стрельнуть? Потому что именно в этот момент времени стрела прошла свою нулевую позицию. Она не будет стрелять каждый раз, когда будет проходить свою нулевую позицию, потому что в изначальной проверке у нас присутствует две переменных. А именно то, что нам пора стрелять, и то, что у нас вообще есть стрела. А после того, как мы стрельнем, понятное дело, что стрелы у нас не будет. Ну и, соответственно, мы локатору задаем новую позицию, которая равен той самой переменной, которую мы ранее получили. Таким образом, теория использования лука у нас заканчивается, и мы можем попробовать стрельнуть сейчас. Вот у нас лук стоит. Оттягиваем тетиву посильней и отпускаем ту переменную, которая говорит, что мы удерживаем тетиву. Вот, все стрельнуло, все прекрасно, все счастливы. Теперь перейдем к стреле. Что она вообще и зачем она нужна, и как она работает. Значит, стрела, как я уже говорил, у нас имеет rigid body и box collider, который триггер. По идее, коллайдер можно разместить по всей длине, можно сделать его больше размером. Я разместил его только на наконечнике. Это не критично, это просто моя блажь, не более того. Также, как на луке, так и на стреле должен быть обязательно компонент audio source для того, чтобы, собственно, издавать звук выстрела и издавать звук попадания стрелой в объекты. И у скрипта Arrow Control, ровно так же, как и у скрипта Bow Control, есть публичная переменная аудиоклип, куда нужно скормить тот звук, который будет проигрываться при выстреле. Переходим к самому скрипту управления стрелой. Он очень прост. Значит, просмотрев определенное количество информации в интернете, я видел, что везде советуют менять центр массы у стрелы. С этим параметром играл очень долго и пришел к выводу, что он действует совершенно не так, как люди этого ожидают. Подразумевается, что, изменяя центр массы, стрела будет лететь по более достоверной баллистической траектории. Но этого не происходит. То есть стрела будет лететь просто как палка, и уже когда упадет, тогда центр масс сыграет свою роль, она будет просто как неваляшка торчать из земли и болтаться. Совершенно ненужное действие, поэтому я от этого куска кода вообще отказался. И баллистику
произвел несколько другим способом. Значит, в апдейте я проверяю параметр из кинематик компонента RigidBody для того, чтобы знать вообще, мы летим или не летим. То есть он у нас в состоянии именно из кинематик только в тот момент, когда стрела стрельнута. И здесь просто задаю rotation. Кстати, наверное, грамотнее было бы крутить непосредственно RigidBody, а не трансформом. Вот. Задаю, чтобы наша стрела всегда смотрела в направлении обратном ускорению. Почему обратному ускорению? Потому что у меня, как я уже говорил, ось Z направлена внутрь стрелы, а не вне. И если мы зададим и скажем, чтобы она смотрела в направлении ускорения, он полетит оперением вперед, что будет совершенно нелепо. И дальше мы проверяем момент столкновения с какими-либо объектами. В момент столкновения мы проигрываем звук столкновения, соответственно. Дальше проверяем, если мы попали в живого человека, то нужно нанести ему урон. Параметр RigidBody из кинематик мы задаем true, чтобы стрела не продолжала лететь дальше. Вот. Если наша цель, в которую мы попали, имеет также компонент физики, то мы этой цели даем пинка, равного ускорению стрелы, но я еще умножил на 2, потому что эффект попадания, конечно, есть, но так чуть-чуть более эффектнее. Можно умножить и на большее число, тогда стрелой можно будет там с ног сбить кого-нибудь, к примеру. Тут уже на ваше усмотрение. Чисто более физически достоверно было бы просто умножить именно на ускорение, которое у данной стрелы есть. Далее мы коллайдер стрелы опять превращаем в неактивный, так как он нам не нужен, и делаем стрелу дочерней к тому, во что мы вообще попали, чтобы она уже дальше жила вместе с ним. Собственно, что такое вот эта часть кода и зачем она вообще нужна? У меня здесь есть переменная additional damage, которая означает дополнительный урон от стрелы. То есть, когда у нас есть определенный урон от самого лука, который задан в параметрах этого лука, этот урон передается через публичную переменную вот здесь вот, то есть вот публичный метод, точнее через публичный метод setDamage, мы сюда скармливаем значение урона от лука и придаем это значение местной приватной переменной, которую будем использовать дальше. И плюс здесь мы берем опять-таки ускорение нашей стрелы, точнее длину ее модуля, ее вектора, длину ее вектора, делим на 100, потому что стрела слетит с достаточно большой скоростью, ее изначально мы придали ей силу в несколько сотен, соответственно, длина вектора ускорения будет равна также нескольким сотням. Это нам не нужно, нам нужно получить просто коэффициент, поэтому мы делим на 100 и получаем определенное число. Для большей достоверности было бы правильней нашу переменную damage умножить на этот additional damage. Таким образом, мы бы получали результирующий урон, который будет зависеть от скорости полета стрелы. И если по каким-то обстоятельствам получилось так, что стрела замедлилась в полете, например, стреляли вертикально вверх в кого-нибудь, и она на своем пике полета врезалась в игрока, там, в НПС, в монстра, то понятное дело, что такая стрела урона не нанесет. И этот параметр будет меньше единицы, соответственно, умножение на него будет уменьшать сам параметр урона. Здесь, если мы проверяем, если это живой человек, то мы получаем компонент StateMachine. Это мой скрипт, также разработанный, который висит на всех живых, скажем так, существах. И в нем есть также публичный метод setDamage, который, собственно, занимается тем, что рассчитывает нанесение урона. Работает это достаточно исправно. Мы можем попробовать убить
нашего дяденьку, который вот там стоит. Для этого мы направим лук в его сторону. Не уверен, что с первой попытки попаду. Но попытаюсь, по крайней мере. Вот. И стрельнем в него и проверим. Вот. Дяденька умер. А умер дяденька, потому что у него было всего 100 хелов, а у нашего лука урон 100 равен 100, и у дяденьки совершенно нет защиты. Вот примерно такая логика работы. Мне кажется, что если ее попытаться доработать, то можно получить вообще идеальный вариант. Но я остановился на этом пока и надеюсь, что он кому-то покажется полезным. Всем спасибо.